знает, что я жив. Кроме тебя одной, я для других всего лишь миф. С петлей над головой я знаю больше, чем хочу. Я и есть огонь, объявший каждую свечу, что прячут за ладонь. Мне нужен только лишь твой взгляд, живой воды прибой. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, в пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай встречай. Привет, привет, всем привет. Наконец-то в игре, да? Вылетаем сегодня на штурмовике, да, выполняем задание. Эдуард, привет, привет. Какая карта будет сегодня? Да, все те же самые, поиграем для тонуса. Вот, несколько стримов планирую на этой неделе по ДКС, поэтому сегодня играем, может, те же миссии, опять же, вспомним играть, потренируемся, все, а там уже будем дальше идти, миссии создавать и все такое. Вот, также, не знаю, может 2 стрима сегодня будет, один ДКС, другой какая-нибудь арма, может даже в арму поиграем. Вот, сервер USR тоже обновился, интересно, там смесь, надо будет зайти поиграть в арму Reforged стопудово. Вот. Так что, поехали. Так, я не знаю, я с камеры попробую запуститься, если будет фризить, я тогда это вырублю ее. Вот. Так. Хотя, блин, а зачем я вообще нужен, да, с одной стороны? В этой игре эмоций не бывает. В этой игре надо дело делать. Вот. Есть игры, вот, типа как Тарков, там хи-хи, ха-ха, либо заплакал. А здесь надо как бы результат показывать, а не себя. Так, миссия. Миссия, тренинг, колонна. Не хочу колонну, я хочу так пока по полигону пролететь хоть. Сколько я уже, 2 недели я не летал. Ну смотри, позапрошлую неделю мы ДКС вообще не играли. Потом неделю я отсутствовал вообще за компьютером. То есть прошло 2 недели. Это тренировочная миссия, где надо поразить цели. Танки, пехоту и небольшую колонну. Так, что там за самолет у меня? Сейчас я гляну. Самолет. Су-25 грач. Кстати, обновление опять. Блин, забавно. В Тарков заходишь через неделю, обнова. В ДКС заходишь через неделю-две, обнова. Одни обновы везде. Так, с чего я хочу пострелять? Не, ну танки надо бить, это очевидно, мощным оружием.
Фабы. Нет, фабы 50/50, что ты танк поразишь. Так, в этот раз постреляй с ракетами, опять же, с 25Л, пускай будет, ладно. Ну, так уж и быть, возьму МЛки. Может, их все-таки сделали. Бомбы. Какие бомбы в этот раз попробуем? Давай покидаемся бомбами ОФАП 250. Вот этими. Ну и нары. Нары. Обычные, наверное, буду использовать. Ну и все, я думаю, этого достаточно. ЛТЦ чисто для салютов, да? Ну, как летишь, фейерверки пускаешь. Так-то они здесь, по идее, не нужны. Здесь нету ЗРК, ПЗРК. Ну, вот, в общем, готов я. Вперед. Окрас самолета соответствует загрузочному экрану. Если так вот приглядеться. Даже улыбка у него, видите, на носу такая же. Ребят, ссылок никаких нету в описании. Если что, какую-либо ссылку надо, там на группу, на дополнительные каналы, на донат, все, можно обратиться в чат, я ее скину и все. Вот. Блин, я думал, это у меня опять музыка заиграла в мини. Это здесь. Че, лагает камера, не? Она это... Я думаю, все равно подлагивать будет местами, да? Ладно. Самое интересное, что мы в начале стрима такую музыку, да, слушали. И сейчас она опять играет. Вот от чего я отвыкаю, когда не играю долго в эту игру, это от трекера. А еще камеру надо на центр как-то влепить. Сейчас. Я, видать, тут монитор двигал. Сейчас посмотрим. Да, вроде нормально. Угу. Чё? Взлетаем. Блин, нравится, когда наклон работает у камеры. Вообще обожаю такую фишку. Прикольно. Да, взлетаем, все. Отрываемся. Шасси, закрылки. Кстати, не все сразу
Надо маленько высоты набрать. Слушай, что происходит? Смотри, она мерцать начала. Она раньше не мерцала. Игра. А я догадываюсь, почему, кстати. Блин. Я, короче, FPS ей ограничил. Она у меня 100 с чем-то FPS набирает всегда. Я ей поставил поменьше, и все, смотри, какие-то артефакты появляться начали. Может, из-за этого? Вот. А может, что-то они обновили. Смотри, что за мерцание вот это? Что такое? Такого не было. На стриме тоже отображается, да? Нет, прикинь, на стриме не отображается. Это как? У меня отображается, на стриме нет. Что-то непонятное, короче. Сколько он FPS показывает? Ну да, я ему ограничил, я ему 75 сделал. У меня какие-то мерцания появились. Так, воздух-земля, ракеты управляемые С-25Л. Захожу на цели на побережье. Но у меня мерцает, вот в чем прикол. Короче, надо это убрать эти... Здесь в этой игре не вижу смысла ограничивать. Мерцания, ну какие-то идут. Сейчас этот полет сделаю, потом выйду, включу все как было. Так, врубил этот лазерный целеуказатель. Скорость большая. Так, вижу первую цель. А, ну справа, я слева увидел. Абрамс. Жирная точка такая, пипец, пуск. Блин, съехал немного. Видишь, она съезжает. Сейчас промажет, нет? Давай. И чё, и где ракета? Понятно. Далеко, видать, пуск сделал. Хотя на таком расстоянии мы попадали всегда, да? Текстуры мерцают. При треке, да? Ну-ка, может трек перезапустить? Сейчас. А, я догадываюсь, что это может быть. Так, я вырубаю эту программу. Это, скорее всего, из-за вот этой программы, которая для эффектов камеры. Ну-ка, сейчас попробуем без нее. Я думаю, это проблема в ней, да? Так. Пойдем. Сейчас выйдем, допустим, заново. Нет, дело не в ней. Иногда очень люблю эти эксперименты.
Вот он как раз. Так. Окей. Вырубляю, да. Вырубай ограничения по FPS, похер, пускай хоть 200 в этой игре работает. И сейчас я посмотрю, как будет работать. Так, сейчас еще OpenTrack. Так, OpenTrack попробую запустить после игры. Такая вот фигня, да? Самое интересное, что когда вне стрима это все смотришь, все работает. Да, стрим это вообще интересная такая штука. Его когда запускаешь, это как бы сюрприз. Нас ждет сюрприз, да? Куда ракета у меня улетела? Я так и не понял. Опять фантастика какая-то. Либо этот перегрелся, наверное. Кто он там? Дальномер? Нет, целеуказатель. У Грача, у обычного лазерный целеуказатель он считается. Так, а что у него стоит тут? 25L, фабы. Нет, не хочу такой ассортимент. Так, также S25L, бомбы ОФАП. Трек забыл запустить сейчас. Так, бомбы. Ладно, ракеты возьму. Готово. Вперед. Чего? Нормальное освещение. Нет, дело не в этом. Я помню, вообще в темноте играл, она работала. Подожди, какая нейросетка? Без камеры у меня, я же камеру вырубал, у меня мыло это было. Сейчас посмотрим. Будет, не будет. Давно музыку не слышали. Во! Сейчас все нормально. Я не знаю, что было вообще, без понятия. Что было, то прошло. Все, забудем. Как страшный сон. Ну-ка, теперь давай меня опять включим. Я думаю, это конфликт программы вот этой для веб-камеры с конфликтом OpenTrack. Как вариант. Ну вот сейчас опять эту программу запущу, посмотрю. Ну, работает, но все равно как-то размазаны. Че, лагает? Нет, не лагает. Сейчас я, короче, еще одну штуку открою, посмотрю. Ну так... Еще бы. ДКС нифига просто загружает, ё-моё. У меня, короче, в ДКС сейчас нагрузка идет. Процессор 60%. И видеокарты 70%. Прикинь, загрузка в ДКС. Это вот игра на ультрах называется, ну. Так что нагрузка здесь хорошая идет.
Поэтому здесь надо обычную вебку использовать. Ладно, давай попробуем. Взлетаю. Вот ДКС требовательный. Он требовательный. Если ты поставишь все на ультра, он прям и кушает у тебя и процессор, и видеокарту. Вот. Ну, оперативки у меня от 64 гигов 28% сейчас. 6 оперативки он все съедает. Я сейчас через диспетчер задач, короче, смотрю. Процессор, ну. Надо процессор мне обновлять срочно, чтобы вообще летать на ультрах в хорошем FPS. Ну, как бы играбельно. Все равно. А, ну у меня еще программа. Не, кстати, видеокарту она не сильно ест. Получается. Лагает, нет? Игра. А, я не смотрел. В этом в арме, да, нагрузка небольшая идет, а здесь идет нагрузка на процессор. Не знаю, у меня сейчас мыла нету. Я отключил эти 75 кадров ограничений. У меня мыло пропало. Кривые ракеты. КР называется. Шутка. Так, подожди, а это какие? Так тогда-то тоже, наверное, ML-очки-то запускались. Как вариант. Ты мне лучше вот что скажи. Стрим лагает, если будет лагать, напиши. Все. Костя, привет. Ё-моё, что-то я как-то по-распиздяйски летать начал. Отдохнул 2 недели, называется. Раньше как-то выходы уже примерно в голове были заходы на цель, а сейчас что попало. Вон он. Что, запустить? Оп, ограничитель сниму. Ну-ка, давай. С-25Л. Есть попадание. А, кстати, сейчас вот вы на камере увидите, как приходится контролировать прицел. То есть это не в сторону, ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Он уплывает постоянно. Если заходишь на цель, надо вот так вот сидеть. Как в транс вошел. Нет, скорее всего, как в гип... Как вот это на одном месте? Нет, имитация, вот.
как имитацию проводишь. В одно место, в одном положении голова, короче. Ну, вот С-25Л. Да, я думаю, Эдуард, ракета просто тогда была такая... Ну, раньше хоть она запускалась, а сейчас она даже и не запустилась. Вот это мне интересно. Я понимаю, что она кривая, но она же еще и не запустилась вообще. Точнее, она запустилась, но вообще куда-то туда, наверное, на облако навелась. Куда я иначе не понял, куда она ушла. Так, и чё? Мне понравилось, я еще хочу. А, вот они, здесь цели. Вижу, вижу, вижу. Блин, стекло низко. А, все, я не могу поднять? Прикольно. Ну давай, бля, пока эту точку наведешь, давай, пуск. Прыгает она вот так вот, всяко разная. Плавности нету наведения у этого прицела. Ты не успел зайти, уже отвалился, позже зайду. Давай, заходи. Процессор, конечно, для этой видюхи у тебя на пределе. Ну да, да. Ну видишь, я максимум из этого компа выжил. Все, больше уже ничего не выжмешь. Дальше надо оперативку. Ну да, надо будет, короче... Если менять процессор, допустим, хочешь поменять, надо материнку поставить, блок питания, кстати, нормально надо, у меня он старенький уже стоит, я же его не менял, он до сих пор старый, еще с предыдущей сборки. Также надо будет поменять, наверное, переходить уже на DR5 или DR6 оперативка, да, потому что если ты уже переходишь на новую материнку с хорошим процессором, не вижу смысла DDR4 использовать. Да, она, наверное... Она вообще пойдет уже, по-моему? Нет, DDR4 уже как старая будет считаться. Короче, блин. Получается, по сути, из всего этого я оставлю только SSD-ху и видеокарту. Остальное все опять на Авито. Поэтому не хочу пока и обновляться. Как игроку мне всего хватает. Как стримеру, да, можно было еще... Ну, види. Это надо компьютер собирать новый тогда. Но все равно у меня на стримах-то я бы не сказал, что прям это... FPS-то плохой, нормальный. Играем-то неплохо все равно. Вебку вырубишь, вообще летать будешь. Да, эта вебка жрет. Не, обычная вебка, она нифига не жрет. То есть, если я включу свои вот эти... обычную веб-камеру, без эффектов, без всего, она у меня вообще не жрет ничего. Я просто не могу с этой тряпкой сидеть. Многие стримеры сидят с тряпкой за спиной, вот этой зеленой, хромакей называется. Я как-то с ней сидел, мы играли, я с ней месяца 2 поиграл, блядь. Это пипец. Не знаю, мне некомфортно, мне жарко. Ну чё, пойдем дальше. Что у меня там? Нары. Или фабы попробовать.
Не, давай нарами по пехоте ударим, а фабами потом по этим, по колонии тогда. Наверное, так. Значит, атакуем пехоту в этом же районе, где были танки, там же. Скорость сбросил прям так сильно, надо было все-таки... А, ну, где-то 600, я думаю, достаточно. Прицел, ты где? Прицел. Вот иногда бывает такая тоже ерунда. Не подскажете, где прицел? А, вот он, все. Где-то затерялся в облаках. Так, ну что, врубаю я этот опять дальномер. Нет, целеуказатель, я их все путаю, называю. Дальномер он расстояние измеряет, а целеуказатель он как наведение идет, как лазер. Где эти ангары? Вон они, два ангара, сейчас по ним надо будет за них ударить. Пошли. Пушку приготовлю. Ну, вроде бы все нормально. Так, ну, первичные цели поразил. Сейчас на вторичный пойду. $25 мл еще, может, попробуем. Не, давай сейчас бомбы сбросим. Бомбы. А мне еще... Я, кстати, нары-то это сэкономил. Я их не все... Я всего 4 пуска сделал. Их там еще нормально. Так, значит, сбросил фаба. Я его редко использую. Не знаю, попробуем. Офаб 250. Я думаю, на пехоту, наверное, сбросить. Больше результатов будет. Все равно немного мылится. То ли из-за того, что я резко, блин, головой вращаю, из-за этого. У меня в игре здесь мыло небольшое идет. Может, в самой игре мыло надо вырубить. Бывает в играх мыло вот это включается. Помню, в армии точно эта штука была. Высота 2900. Блин, многовато. Сбрасываю. Хотя бы двушку, наверное. Для 250, мне кажется, двушки нормально. Даже 1,5 можно использовать. Так, прицел вниз. Цели где-то там. Оп. Сейчас по пехоте сначала нанесу поражение. Так, сколько высота? 1500. Все, держу высоту. Блин, где прицел?
Давай, 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 давай. Мимо. Что-то зажим не сработал, странно. Видать, близко подлетел. Ладно, иду на вторую. Что-то у меня выставилось, не надо мне это. Этот рубеж возврата, что ли? Ничего я не крутил, Эдуард, все у меня так же стоит, и чё? Ничего я не крутил здесь в графике. Я вообще в играх, вот я как настроил игры, все, я не трогал графику вообще. Не надо это мне делать, потому что я только испорчу все. Если я один раз настроил это все, если я начинаю второй раз это делать, то я только порчу. А, нифига себе, а как? Так. Ну, он, короче, их сбросил. Только непонятно вообще, как это так получилось и куда. Бомб нету. Угу. Остались только у меня ракеты и эти нары. А как он, почему он их сбросил? И почему я не видел эту шкалу, которая убывает? Интересно. Не знаю. Ладно. Блин, что пехота? Ну пехоту нары могу убить. Так, что, 25-ки проверим, наверное, да? Нет, не используя подъем этого стекла на джойстике, потому что я посмотрел запись в предыдущих стримах. Вот этот звук щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, ну это полный бред. Вот, здесь нету звука вот этого тихонького. Вот здесь реально на этом джойстике не хватает вот этих кнопок, которые вот... У них все здесь щелк-щелк-щелк-щелк. Щелкунчик, блин. Даже вот сейчас с джойстиком буду приближение делать, он тоже будет щелк-щелк. Так. Подсвечиваем цели. Я же их... А, ну их напугал, смотри, они разъехались. А где бомбы-то у меня разлетелись, я не понял. Нет, я их не напугал, они на дороге стоят. Пуск. Давай. Есть. Есть попадание. Попал. А, еще и солдат зацепил, нифига себе. Ну, вроде бы попал. А я, кстати, нет, не точно целился. Я специально маленько с отклонением взял. Чуть, наверное, там получилось не ниже, а чуть влево и ниже. Сейчас эти цели уйдут. Одни в кусты, другие в воду поплывут. Кстати, лавка плавать умеет же тоже. Она как БМП же. А, подожди, лавка вообще БТР, но она умеет плавать. Вроде бы как она может плавать. Потом М113 может плавать. Эдуард, если ты еще здесь, то я сегодня зашел на сервер USR проект Arma 3. У них же сейчас новый хост вроде как.
Вот, что мне сразу приглянулось, так это у них теперь наша отечественная техника. Хоть даже и форма там все равно с синей стороны, но при этом можешь одевать как бы нашу. Но машины теперь есть Уралы, УАЗики, блин, классно сделали. Вот, надо обязательно поиграть, протестировать. Вот, а моды все, вот эти фишки на экране, все то же самое осталось, как с предыдущей игры, вот мы играли. Так, что, выставляемся еще раз. Блин, все кнопки понажимал. Нет, надо не эту, надо вот эту кнопку. Там две цели поражены, получается, одной ракетой, да? Угол атаки хреновый. Спряталась цель. Где ты спряталась, морда? Так, отмена. Где он? Нету? В деревья улетел, уехал. Блин, надо его сейчас как-то выкуривать оттуда. Кто там у нас остался? Страйкер, по-моему. Да, лавка, Хаммер сгорели, Страйкер остался. Так, ну моя задача, значит, визуально его найти. Не на карте, а визуально. Это же тренировка. Понятно, на карте ты можешь посмотреть даже куст этот, в каком кусту он сидит. А вот глазами надо его заметить. Обязательно нужно загонять к ним. Мне тогда игра понравилась, просто уже был финал моих выходных, и мне пришлось уехать. А так бы я бы, конечно, бы поиграл бы с удовольствием. Ты где? Найду, убью. Куда он спрятал? А, вон он, засранец. Вот первые, елки-палки, вторые и третьи. Он там сидит в них. Вот мышонок, блин. Кабину Су-25 купить. Ага, и переехать на улицу, да, возле подъезда так сидеть. Летать. Люди ходят, смотрят на тебя, как на ебанутого. А ты им: да вы не смотрите, заходите на стрим, увидите результат, да? На детской площадке расположился. Дети бегают там, играют, с горочки катаются, а ты в кабине сидишь, летаешь. Не, ну а что, прикольно. Дяденька так в 36 лет сидит в самолетике на улице, играет. Не, ну мы-то это понимаем, мы как бы, а люди-то, которые не играют в комп, ржать будут ходить. Скажет он: чё, блядь? Так что кабину только на улицу ставить. Блин, у меня перевес на это крыло. Не знаю, у меня в Новосибирске не очень много игроков, честно скажу. Потому что с кем я не знакомлюсь с игроками, они все с других регионов. В Новосибирске такое ощущение, как будто вообще в комп не играют. Очень мало людей мне попадается, игроков. Здесь все люди серьезно. Они в реальной жизни играют. У них другие игры. Так, ну чё? Не знаю, вот он сидит где-то здесь. Вот в этих кустах где-то гад гасится. Держи.
Не знаю, попаду, не попаду, вообще пофиг, уже надоело тебя искать. Бах, 39. Страйкер сидит. Ну да, есть такое. Да не, я-то люблю игры, как бы я вырос на них и воспитался ими, так сказать. Это мое хобби. Если мне, допустим, сказать, куда пойдешь, бухать или в игры играть, я скажу, конечно, в игры играть и бухать. Шутка. А вот люди, которые не играют, они всю жизнь привыкли серьезной жизнью жить. Рыбалка, охота в основном. Они тебя не поймут. Скажут: «О-о-о!» Тундровики, симуляторщики, привет, привет, привет. Но я говорю только либо на сильно серьезные игры, либо вообще это в жизни в что-то играют. Что за сервер? Да, это я играю один. Это я просто эту миссию запустил, тренировочную свою. Блин, как этот страйкер сейчас выкурить оттуда, а? Засел в этих деревьях и все. Там видимость с горы, если залетать, ну там горы его закрывают, блин. Поэтому пока на него наведешься. Где? Так, не здесь. Вот. Вот там, да? Начинается вот эти трек, скок. Что это за пляски? Я что там включил? Не то, что нары вроде стоят. Видишь, ты тут сидишь. Выходи, подлый трус. Солдат еще оставался один. Я специально выстрелил туда. Думаю, надо добить их. Мастер по тимкиллу. Так мы тоже неплохие мастера, да, Эдуард? Мы же тоже неплохо себе в спину можем бахнуть. Ты с нами в Арму Reforged не играл. Там вообще огонь. Особенно, когда имена не отображаются. Просто всех своих бьешь постоянно. Я-то, видишь, я играю не только ДКС. У меня игры есть и Арма, я играю, потом Дебилярд я играю. Сейчас вот... что у нас еще? Тарков есть, Escape from Tarkov. Слышал, такая игра есть. С утра сел в нее, и день свободен. Нормально. Он мне ага переводит брат, прикинь. Ты мне пишешь ага, а он отображает брат. Интересный перевод. А да, это сестра, что ли? Бред какой-то. Короче, надо эту штуку вырубить с чата. Я не знаю, как ее вырубить. Надо полазить. Я как-то врубил переводчик, да? Люди писали на английском, некоторые на латинском. Но я думаю, пускай переводит. Ну и вот он мне сейчас ага на брата переводит. Я в шоке.
Просто прикинь, как он переводит наш язык на английский. Где вот он? Выходи. Надо как-то с гор сейчас попробовать зайти. Сейчас я попробую прям сбросить хорошо скорость. Я прикрывал свой тыл верными друзьями. Ой, тимкилл — это вообще больная тема, это пипец. Особенно когда игроков много играет в одном отряде. В какую-нибудь игру типа как Escape from Tarkov. Ё-моё, там такой трэш происходит. Поэтому я всегда говорил, количество — это не качество. Можно, допустим, играть небольшим количеством, но выполнять хорошо все. А когда много, да, это весело, это здорово, но это уже будет не игра, а прикол. Чего так к низу тянет? Я вроде не тяжелый. Что такое? Надо как-то выйти на цель. Его только с горы увидать можно, так его не видно, да? Я хочу пушкой его попробовать убить. Так, вот там он где-то. Вон дымок идет от него. Ну что, попробуем зайти. Блин, ну с этого наклона это пипец, конечно. Есть попадание. Все, я его сжег. Наконец-то. Да это пипец какой-то, да? Они раньше так не крысились, а сейчас он сядут и сидят. Он вообще не вылазит оттуда. Он в это дерево залез и все. Мне интересно так с ним воевать. Су-35С. А на какой он самолет ставится? Оно же, видишь, бывает, это... Нужна основа. Нет, Су-25С это истребитель, ты чё? Су-35С это современный самолет. Ну, сейчас, правда, уже эти самолеты Су-57 такие, но Су-35С считается вообще топовый. А я видел про него видос, кстати. Я еще удивился, думаю, нифига себе. Казалось бы, вроде самолет такой современный, участвует даже в каких-то там, может, задачах. И тут он у тебя в игре, прикинь, К-52, главное, запретили здесь, да? А Су-35С можно. А в чем логика? Наши же тут залупились что-то, да? Они, этот К-52-то не дали допуск. А главное, Су-35С есть. Хотя он будет по современнее даже, К-52. Где логика? Сейчас самое простое осталось. Приземлиться. Вот и лето прошло. Скоро уже. У кого желтые листья уже в регионе? У нас уже это листва желтеет потихоньку. Уже опадает. Блин, лето классное было. Вообще так не хочется, чтобы оно заканчивалось. Это, наверное, за все 3-4 года по, вот, так сказать, крайних. Самое классное лето было у нас.
прикол такой. Наклоны. Это я иногда, когда без камеры играю, без ветки так. Это шею разминаю, ну. Сейчас хулиганская посадка будет. Я обычно, когда это меня подобьют, я такой посадкой пользуюсь. Некогда там фигней ну это по образцу приземляться, так сказать. Смотрите, скорость держит. 300 нормально. Ну, для этой полосы нормально, ну. Парашюты даже не нужны. Он и так здесь неплохо тормозит. Стоять. Да все, я думаю, этого достаточно. Зарулить-то он и без меня уже сможет-то, наверное. Она завершилась, сама миссия. Так. Че, давайте маленько колонну нашу усложним. Блин, ну это пипец, конечно. Это будет непросто. Но я попробую. 100 километров, конечно, еще лететь придется, да, до нее. Да хочу шилку поменять на ЗРК. Попробовать. Индус создал Су-35. К-50 я знаю, он продается. Он даже в пакете есть, по-моему. Он Эдуард покупал горячие скалы. У него там и К-50, и еще там что-то у него. А, ну вот эти самолеты у него там Су-30 вроде. Су-35 штурмовик есть. Не ожидал. Су-35, я почему-то считал, что это истребитель больше как. Штурмовик, это уже интересно. Я бы поштурмовал. Ну, так, редактор миссии. Вы действительно хотите открыть новую миссию? Ну да. Хочу себе что-нибудь изменить. Они у меня невидимки, да? Показать юниты для коалиции синие. Шилка.
Вот она. Так. ПВО. А где мой Хаммер? ЗРК Бук, ладно, тут есть. ЗРК малого радиуса. Нет, не то тогда. Давай по ЗРК посмотрим. Нет, тоже не то. Интересно. Пусковые установки. Тоже. Это подожди, это, ну да, Грузия, да? А что, у них такой темы нет, что ли? Ну у них все отечественное. Это тогда надо ставить не Грузию, а объединение группы синие. И вот тут уже можно найти, да, что-нибудь. Ну вот он, вообще он патриот есть. Вот он, Авенджер, ЗРК Авенджер. Все, надо его поразить. Так, я надеюсь, там ничего у него не поменялось. Все так же. БТР. ПВО. Ага, поменялось. И не только у него, этих вообще названий есть. Так, а вот это что тогда? 2 Урала и Авенджер. Так, колонну победила. Условия. Колонна разбита. Ну здесь на группу условия стоит. Все, пофиг. Тогда пофиг. Все. Тогда пофиг. Так, давай сохраним. Бывает, миссию делаешь, ставишь условия на конкретную единицу, имя пишешь. Тогда, если технику меняешь, имя исчезает, и в итоге может произойти баг. Ну, типа, как игра будет проверять, есть ли такое имя, а у тебя его нету. И все, и миссия встанет. Ну, а есть вот условия на группу ставишь, допустим, вот у них, у колонны одна группа, Ground 3, и все, на нее условия. Ну, типа, Ground 3 уничтожен. Тогда задача выполняется. Ну и все. Так, а у меня что там за самолет? Может, на этом пролетимся? Давненько на нем не летали. Нет. На Граче все-таки сложнее задача. Я хотел на Тэшке пролететься, потом подумал, ну это опять на расстоянии, шквал и все такое, а на Граче-то все-таки тебе надо ближе подлететь, да? Чтобы мне взять? С-25Л, РБК нет. Бомбы нет, бомбы. Ну ладно, давай возьмем. Я так и не понял, как УФАП работает. Куда они у меня улетели, без понятия. Ладно, возьму ФАБы 500. Ракеты попробую использовать МЛ-ки. Так-то они вроде попали туда, куда надо на предыдущем задании. Элки. Ну и нары. Многоцелевые. Ну. Так, в этот раз ЛТЦ надо будет взять. Второго самолета нету. Ну и не надо, я один буду летать. Мне больше достанется. Правда, тут два смысла достанется. От них, либо фрагов. У меня Су-33 есть, проверить не могу. Вроде в описании написано, что можно и без Су-33. У меня-то, видишь, нету Су-33, но я могу проверить. А есть ссылка на этот самолет? Сбрось сюда. Мальчик взлет запрещаю. Но не говори, этот аэродром Нальчик. Звучит как мальчик. Там еще голос этот женский. Как...
Тетенька взрослая такая: мальчик, взлет запрещаю. Он бы что-то... Молодой человек, не взлетайте, да? Я вот всегда вот думал, почему вот к парням обращается молодой человек? Ну, а к девушке как? Девушка только, да, главное? Молодая человек. Не, ну смотри, вот есть понятие парень, мужик, мужчина там, да, ну, а у девушки женщина, девушка, девочка, да. А почему нету там тоже молодая какая-нибудь там, молодая девушка, да? Старая девушка, можно к вам обратиться? Морально сразу прилетит. Ты чё, сука, хам? Молодой человек. Или понятие старый человек. Блин, придумали же это в советское время. Молодой человек. Ну, ладно, полетели. Надо сейчас запускаться. Срочно вылетайте, хорошо. Запуск электрики. Сразу закрылки. Можно, кстати, высоту подрегулировать сразу. 400 метров стояло. Так, что там еще? Блин, ну небо прям в жизни. Как в жизни, смотри, даже местами такое прям. Да, небо тут классное. Курс 47 километров. Первое ПП. Запуск. Да, ты прав, Эдуард. Нальчик, ну, сейчас смотри. Нальчик, 116. Запуск. Я мальчик 116. 1, 1, 6. Нальчик. Запуск разрешаю. Ветер у земли 1,8,0. Скорость 4 метра в секунду. 116 мальчик. А подожди, дай я запущусь сначала. Я еще даже не запустился. Кроме тебя одной, я для других всего лишь миг. С петлей над головой я знаю больше, чем хочу. Я Помогают ли эти зеркала кому-то вообще, нет? свечу, Не знаю, мне вот они вообще не помогают. На Су-25Т, да, помогают иногда, там можно увидеть. Там даже видно, как ты ЛТЦ свой запускаешь. А здесь только вниз смотреть куда-то. Ну, я вот сколько летаю, мне ракета всегда прилетает вот так вот, а не вот так вот. То есть она прямо мне прям летит в заднюю часть, а не вот так вот. продолжить бой. Я кричу до белых. То есть здесь боковые зеркала нужны, как у машины. Сбоку вот смотришь, вот да, это да, они будут в тему. Ты можешь в них ориентироваться, смотреть. Допустим, сзади летит самолет какой-нибудь за тобой, нет. Вот, ну, иногда приходится вот так делать. Очень интересное упражнение. Я помню, когда трекер еще не настроил, у меня голова туда, смотри, затылок в экран. Я даже не понял вообще, вижу я, нет, это задняя часть самолета. Это было что-то. Надо зеркало сзади поставить. Хоп, повернулся. О, чик такой посмотрел. Все. Выруливаем. Нальчик, 116. Руление. 1, 1, 6. Нальчик. Разрешаю руление на полосу 6.
Нет, Тамарка сегодня не на смене, она у нас в Сирии работает. Нам надо, кстати, имя ей придумать. Из Сирии диспетчеру. У нее голос такой, это вот как это, в автобусе едешь, там тетенька какая-нибудь, кондуктор. За проезд передаем. Ну, только здесь, ну, у меня нету такого таланта, правда. Ну, примерно представляете, да, вот этот гонор такой, когда уже прям баба такая. Вот у нас здесь диспетчер такая в Сирии, голос такой же. Надо и имя придумать. Смотри, как вновь встает рассвет на черном розовым цветком. Что это за дорожка такая? Смотри, это тротуар, что ли? Ладно, шучу. Чего? Чего? Какого блогера? Ну ты просто напиши название, что за блогер, может я узнаю. Блин, разогнался. Давай бери. Сейчас, подожди. Сейчас. Да просто достаточно обратиться с женщиной и прилетит сразу. Не говори, ну. Зато мужчина это гордость. А почему женщина это старость? Может, женщина тоже уже опытная. Это все, это я говорю, женская логика. Это все они придумали. По мужикам-то пофиг вообще. Это они придумали. Женщина, значит, женщина называешь, все. Старые, значит. Тамара нормально? Да, сейчас даже вот эти... Это сейчас вот эти современные такие ходят. Уже, ну, не как Тамары себя ведут в советское время. Ну ничего, вырастут, когда уже время, возраст подойдет к полтинничку, тоже Тамарами станут. Никуда они от этого не денутся. Пускай хоть там красятся, титеньки большие делают, все равно Тамарой будут. Правильно же я говорю? Так же, как и мы тоже взрослеем. Это War Thunder или что за игра? Нет, это ДКС. ДКС симулятор. Я в War Thunder ни разу, кстати, на Граче не летал. Я не знаю, как он там выглядит. Ну там по-простому, конечно, все равно. Текстуры, все как-то по-простому, я думаю. Ты чё он мне переводит, блин, опять какую-то фигню. Ты знаешь, что он мне пишет сейчас? Курасаурон, что это вообще? Какой Курасаурон? Что это? Подожди, я сейчас посмотрю. Фишка в том, что я не могу увидеть, что у тебя под этим текстом, пока курсором не наведусь. Загадка. Это вот у тебя тоже было написано ага, я навожусь курсором, брат. Нет, подожди. У меня написано, в чате отображает слово брат. Я навожу курсором, там ага написано. Ну да, Курас. Ну, короче, он латинские буквы переводит на русский, все понятно. В этом смысл. Просто иногда непонятно, зачем он русский на русский переводит. Это загадка. Ну, все, взлетаем. В этот раз горы меня не спасут.
Там я хотя бы в одной миссии от Авенджера в горах мог спрятаться, а здесь я не знаю, сколько у него радиус поражения, дальность, насколько он может свои ракеты запускать. Да, это надо вот используется, допустим, какая-нибудь ЗРК здесь, да, в игре. Надо почитать о ней подробно, на какое расстояние она достает. Это важно очень. Тундра более аркадная, и самолеты нереально летают. Но она изначально игра так делалась. Это же не симулятор. Хотя там есть симуляторные бои, реалистичные бои. Но это так. Понятное дело, что симулятор есть симулятор. А там же все-таки у них и наземка, и воздух. Сейчас пехота у них. По сути, эта игра уже переходит, наверное, я бы сказал, наверное... Battlefield там я не назову. Battlefield это уж совсем по сравнению с Тундрой это просто игрушка, так полетать, покататься, пострелять. С Армой тоже особо не сравнишь. Арма это все-таки... Хотя, знаешь, с Армой можно сравнить тоже в некоторых моментах. Эдуард, ты имеешь в виду самолет, для самолета ссылку? Ты сбрось в этот, в Discord, я потом посмотрю. Может, он здесь не отображает. Что так тепло? У меня все равно компьютер тепло издает. Небольшое тепло, но накапливается. Я думаю, это типа тепло такое. Хотя уже у нас температура на улице, я бы не сказал, что жарко. Но я никогда не забуду видеокарту 1080 Ti с 3 вентиляторами. Вообще огонь. Вот прям в прямом смысле огонь. Если бы ее можно было просто отдельно подключить без системника, то можно ее было использовать как плиту. Ну, там супчик разогреть. Как она нагревается, у нее рабочая температура 80 градусов, офигеть. Считается для видюхи, прикинь. Но она мощная, очень мощная. Она даже сейчас вот эти 30-60, мне кажется, она... Ну как, это же, кстати, соревнования между... Она вместе с 30-60 чем-то они соревнуются. Видеокарта. Памяти в ней много, вот что. Тем она и хороша, эта видеокарта. Вот. А сейчас наши современные игры, вот даже можете у искусственного интеллекта уточнить. Сейчас надо, допустим, в Arma Reforged, чтобы играть хорошо, надо память иметь 16 гигов. Если ты хочешь на максималке играть. То есть у тебя видеокарта должна иметь 16 гигабайт память. Тогда ты будешь кайфово играть. 12 мало уже, все в наше время. Для Arma Reforged.
Поэтому вот эта видеокарта, которая 4070, она до сих пор в топе чисто из-за памяти своей. Даже если сравнить вот мою видеокарту 5070 с видеокартой 4070 Ti, 4070 Ti она все равно будет круче, потому что у нее памяти больше. Где моя ППМ? Я не понял, что, пролетел что ли? ППМ. Так. Хотя ладно, пофиг на нее. У меня здесь не от нее зависит игра. Здесь ППМ просто подсказывает тебе направление движения. Все. О, смотрите, у него голова крутится тоже. Блин. Видите, он голову вращает, пилот. Тоже прикольно сделано. То есть не просто обзор у него вращается, а голова прям. Поворот головы делает. Да, когда-то я любил эти часики. Не в самолете, а в машинах. В какой-нибудь ЗИЛ сядешь, у него там все в кругляшках. 131, да, допустим, какой-нибудь, да? Советская техника, она же вся была с часами. Ну, потом настало вот это время, когда уже на этих современных машинах поездил, когда уже все электронное, чисто в цифрах, уже привыкаешь к этому. Это то же самое, как здесь, вот, допустим, сел в самолет. Самолет Су-25СМ. Сидишь по ЛС, смотришь, у тебя там все обозначается на стекле. Слева Моздок аэродром, справа город. За ним сейчас будет дорога, там наши цели движутся как раз на Моздок. Так, мне бы знать точное расположение, где там будет двигаться Avenger. Вот в чем прикол. БМП Т-72, Шилка. Понятно, он у нас третий по счету получается. Ну, МЛ, не подведи меня в этот раз. А то по кепке прилетит. Так, вот дорога у нас. Которая ошибок не простит. Так, что, лазерный целеуказатель пока не буду использовать. Сейчас подлетим поближе, а то он что-то часто здесь прогоняется, когда долго его держишь неиспользованный. Ну, то есть ты его включил, если эта лампочка летишь, он начинает то ли нагреваться, то ли... Короче, потом, когда надо сделать пуск... Блять, у меня пипец зоопарк. У меня моя собака лает еще здесь за окном. Слова не скажешь.
Короче, его главное не перегреть. Тоже вот приближаешься, хочешь увидеть, у тебя прицел уходит. Это особенность вот этого прицела, блин. Вижу колонну. Пробуем ракетами двумя отработать. Блять, живой остался, гад. Эта собака задолбала меня. Я сейчас намордник, сука, одену. Под окном у меня тявкает. Ну, видали, как он сработал? С ним шутки плохи. Его надо сразу уничтожать, зараза. Но ракеты, они не попали, как бы. Не, ну я-то и стрелял-то в основном не конкретно в цель, а в колонну. Но они не поразили. Вот если были бы Х-29 ракеты, они бы стопудово уничтожили бы цели, потому что они мощные. А эти ракеты, все-таки ими надо точечно бить. Зараза, все-таки он меня сбил, да? Так, сейчас, секунду. Не, давайте пару минут перерыв сделаем. Перед крушением, так сказать. После крушения. Да, и перед крушением. Оптимизм, блин. Это, после крушения отдохнем немного. Сейчас отойду.
немного отвлекся на эти гав. И все, и ЛТЦ не выпустил вовремя. На него-то я заходил, нормально вроде все было. Как от него начал уходить, только секунд 5 паузы, ЛТЦ не запустил, все, ракета в тебя пошла. А он еще как этот, потихонечку такой в поле выехал, да? И вообще даже вида не подает, ни пуска, нифига. Потом как дал тебе в жопу. Да-да-да, он хитрый. Казалось бы, всего лишь хаммер с ракетницей ЗРК. Ну там эти стингерами стреляют. О, Макс, привет. Так, что у нас там еще? Время есть? Погнали, еще слетаем. Посмотрю. А, ну еще нормально время. Еще пару часов. Пару часов. Блин, что взять-то? Не, я что-нибудь другое возьму. Надо что-то мощное брать. Ну, ракеты Х-29 надо пробовать. Если мы попробуем такой пресет. 4 ракеты управляемые, значит Х-29, С-25Л и нары, которые одиночки они. Интересно, где-нибудь используют такие нары? Нет вообще в боях? АПУ-68, С-24Б. Беспламенный такой. Да. Ведро воды. Да-да-да, ты, кстати, ты как угадал, а? Вот ты смотри-ка, что запомнил собаку уже тоже. Я и капитошку сбросил. Не говори, блин, загавкают, вообще слова не скажешь. Ну, что мы хотим? Когда ты живешь... Как оно правильно? То есть, ЖК. Как у нас сейчас в моде-то? Жилой комплекс, да? В жилых комплексах, когда живешь, это, допустим, несколько домов, один двор. Понятное дело, найдется тот, который песни поет, кто-то там бегает, Луна, привет, там что-нибудь по ночам, лунатик какой-нибудь. Ну и собака какая-нибудь, которая будет гавкать на дворе, на всех во дворе. Я всю жизнь живу в жилых комплексах, поэтому меня этим не удивишь уже. Я помню, даже вырос, у меня сосед тоже музыкальный был, постоянно напьется и начинает. Песня у него это любимая. Что-то там музыка нас связала. В тренде-то раньше была. Постоянно к нему так тук-тук-тук. Дяденька, можете потише сделать? Пускай вас музыка свяжет где-нибудь в наушниках. А то я вас сам свяжу потом и музыку вырублю, чтобы ты кнопки не нажимал. Музыканты эти, блин. Не, ну мы тоже... Не, ну я понимаю, юный человек, да, вот молодежь там качает, все, мы раньше тоже это любили, когда я сейчас музыку... Ну, блин, дядька уже, не знаю, лет 40 сидит, музыку вовсю, вот врубит этот магнитофон, что все слушали, вот эта музыка нас связала. Не знаю, по мне так это несерьезно уже. Ну, наушники включил, да, слушай сколько хочешь свою музыку любимую. Если тебе нравится эта музыка, это не значит, что она нравится. Вот я вот слушаю на стриме музыку, вам она стопудово некоторым не нравится. Но так же и в жизни. Ты можешь сидеть, кайфовать от этой музыки, а человек, другие люди скажут, фу, дерьмо какое-то слушает и кайфует от этого.
Запуск. Так, закрылки надо. Так, ну, мне теперь надо запустить ракету Х-29 так, чтобы он Авенджер поразил. Сложность этой миссии — это долгий полет. Вот единственное занудное. Вот это да. Так бы можно было вообще не париться. Высотомер. Видите, у него максимум 9 можно выставлять. 9000 метров, нифига себе. И представляете, грача на 9000 метров высоты. Никто не знает, что я жив. Кроме тебя одной, я для других Мальчик. Мальчик. я знаю. 1-1-6. Я помню, последний раз слушал музыку публично прям, чтоб тоже все услышали. У меня еще магнитофон был в то время на кассете. И музыка у нас часто, мы в основном руки вверх, вот такое всякое слушали, блин. Краски. Его вот так включишь, ну это пипец. А его, если на балкон, допустим, не вынесешь, его вообще не слышно. Это было весело. Или эти, как их, колонки-то эти советские. Ну, некоторые их любили подключать. Солдата время, я встану, чтоб продолжить бой. Да. Я кричу до белых пен. Пустого неба даль, но эхо от небесных стен. В крови войны ржавеет сталь. Вот сколько слушаю эту музыку, она мне вообще не надоедает. Не знаю, как вам, но вот этот трек. Цветущих яблонь май, и уходи за край. Мне у него еще песня нравится, «Весна». У этого исполнителя. Тоже неплохая песня. Не знаю, мне нравится такой жанр песен. Не знаю, как вам. Остановить уже нельзя. Безумство пред Разогнался. Стой, 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 стой. Стой. Блин, пипец, он разгоняется. Ему надо не летать, ему надо дрифтовать. проломленным виском. Смотри, Кого слушаешь? Электроника? рассвет на черном розовым цветком. Вдыхай цветущих яблонь май, и уходи за край. Сквозь солнце Что-то как-то неровно стою. Это песня моя, карточка визитная в ДКС. Но не только, в арму тоже. Все, что связано с боевой миссией. Да. Я бы сказал, такая со смыслом песни. Я не знаю, как я первый раз услышал, я сразу этот смысл понял. Он поет о войне. Вот. Хотя он сам говорит, что эта песня о чем-то там, у него какой-то другой смысл. Сейчас вот смотри, прикол. Где моя электронная подруга?
А, я же, кстати, задавал как-то уже вопрос в прямом эфире. Hello, woman. Hi there, рада тебя видеть. Чем могу помочь сегодня? Про Эрма? Про стримы? Так, не пали меня. Про арму, про стримы. А, музыка, исполнитель Дельфин, Миф. Она о войне или о чем вообще? Песня «Миф Дельфина» из альбома «Прощай, оружие». Не про войну, как про боевые действия, а про внутреннюю борьбу, отчуждение и хрупкость связи между людьми. Что в тексте намекает на такой смысл? Я для других всего лишь миф с петлей над головой. Ощущение, что тебя не видят по-настоящему. Ты для окружающих будто и не существуешь. Из одного солдата в ряд я встану, чтобы продолжить бой. Метафора. Человек вынужден сражаться. А, такой вопрос. А почему кажется, что это песня о войне? Потому что в песне полно военных образов. Они сразу цепляют слух и создают ощущение, будто речь про реальные боевые действия. Какие строчки сбивают с толку? Из одного солдата в ряд я встану, чтобы продолжить бой. Тут буквально есть и солдат, и бой. Это самая прямая ассоциация с войной. И В мозг крови войны сразу ржавеет достраивает сталь. картинку про фронт. В крови войны Ну, да, эта песня, вот ты когда ее слышишь, она вот почему-то думаешь, что это именно про бои. Новосибирцы стали подтягиваться. Но это меня радует. Я буду рад всем. А то последнее время я, ну, как бы со всеми, ну, в основном, кто вот люди заходят, они где из других регионов. В основном с этих, если смотреть от Новосибирска, западные регионы России. Вот. Хотя нет, есть еще и восточней. Да? Иркут. У тебя же восточнее от меня, по-моему, находится регион. Я же сказал, когда на отдых ездил, там песня это заиграла, я думал, стрим, блин. Но видишь, как я тебе к этой песне уже ты привык. Так, ну чё, взлетаем. Так-то горючка не вечная. Да и вообще там колонна едет. Сейчас надо ее подрезать. Хорошая песня. Самое что интересно, он поет это на таком языке, как военный язык, да, какой-то там. Про солдата, про всего. Но песня идет не про военных, а про человека. В обычной жизни гражданской. Типа про его борьбу там с чем-то самим собой, я не знаю. Ну, короче, философ он еще тот исполнитель. Нам надо про игры побольше музыки. Там про ДКС еще никто ничего не пел. Я летаю весь день на самолете, побеждаю всех. Что-нибудь такое. Не, ну про Тарков же есть песни, пацаны. Сочинили некоторые. Даже девушки поют про Тарков под гитару. Дайте угадаю, фонарики не вырубил, да? Нет, вырубил. Фонарей нету. Эмеркуль. Я не понял твое вот это сообщение, что это. А, это типа рисунок. Все, я понял. Я думаю, что ты мне послал? А он послал кучу этих точек. Или что там у него?
И в этих точках типа рисунок изображен. Только не могу понять, что там. Там 2 головы, по-моему, у тебя, да? Короче, ты у нас этот художник в чате. Рисуешь. На Рутубе. Сейчас 2 чата работает. YouTube, Рутуб. На экране у меня... Сейчас... у меня не отображается, что ли? Он вообще-то должен отображаться. Вот он у меня. Вообще-то у меня YouTube чат, я просто не включил. На YouTube чат отображается у меня, да. Сколько, интересно, джойстик этот прослужит. Сейчас же все не вечное у нас. Быстро все ломается. Особенно, если ты что-то взял на Озоне недорогое. Но недолго будет жить, это факт. Но вот в январе будет год ему. Сейчас сколько вот ему получается? Мы тогда его ждали. 8-й месяц заканчивается. На данный момент какие отклонения? Это то, что он иногда подскрипывает, вот этот звук, блин, а так все классно. И этот звук у него идет, когда ты вот так вот джойстик начинаешь, как крутить его рукой. Он же это... для вертолета полезна эта штука. Как она правильно называется-то? Не крен, не тангаж, а этот, когда он у тебя вот так. Вот. И вот здесь, когда начинаешь, вот так влево-вправо, он подскрипывает, такой звук не очень приятный. Видать, в Арме 3 позабавлялся с вертушкой, вот этим позанимался. И он подскрипывать начал, а так все здорово. Очень хорошо к столу крепится, кстати. Присоски неплохие у него. Ну, блин, он оправдывает свою цену. 3000 рублей я за него отдал когда-то. Ну. 3 косаря. Расстояние далеко лететь, блин. 40 пролетел, сейчас еще 60 километров. Как вам, кстати, треки кавказские, вот эти, которые играют у меня иногда? Это кавказские диджеи. Вот эту музыку создали. Барс называется она. Сейчас врублю какой-нибудь из них. Пока летим. Вроде, или нет, или это у них кавказский трек просто один есть. Диджей Барс. Блин, ну мне нравится, кстати. Для машины бы подошло вообще по ночам так ездить. Атмосферно. Тоже такой из серии Хауза. Музыка без слов.
ладно, надо сосредоточиться на задании. Так хорошо зашел на них первый раз-то. Вроде там даже несколько единиц за раз поразил. Две единицы где-то, да? И так плохо ушел из атаки, что мне прилетело сразу. Только не успел жопу подставить, все. Авенджер по мне отработал сразу. Ну, оповещения нету здесь. Надо визуально эту ракету увидеть. По факту это стингер. Только несколько пусков за раз и все. Тут бывает от одного-то стингера надо еще постараться отмахнуться. А когда по тебе несколько летят, это вообще плохо. Попробуем набрать немного высоты. У нее единственная скорость медленная полета ракеты этой Х-29. То есть надо будет корректировать прицел постоянно. Они же движутся колонны. Надо будет его перемещать постоянно на опережение. Потому что может так получиться, что ракета пока долетит, они уже проедут это место. Это вот может так быть. Такая вот проблемка. Чего? ВКБ Гладиатор? Ну, видишь, здорово. Да сейчас много выбора всего можно подобрать для себя, чтобы удобно. Я так, знаешь, не заморачиваюсь, просто взял. Для пробы. Все для пробы берешь. Бывает, наберешь, потом... Ой, слушай, по-моему, это не мое. Зря это все взял. Когда уже определишься точно, что это тебе нравится, это твое, тогда, пожалуйста, можешь и вкладываться. Почему бы и нет? Где моя дорога любимая? Дальше. А, вот она. Дорога. Не понял. Попытка 2. Надеюсь, там никто не загавкает больше. Нет, сейчас, скорее всего, уже замяукает скоро. Или захрюкает. Сейчас только к цели подлетаю. Мяу. В окно, да? Мяу. Так, вон я вижу их. Блин, а у этой ракеты я не знаю на Су-25 сколько расстояния надо, чтобы она дошла до цели. Фиг я знаю. Ну давай запустим ее. Вот Авенджер, он идет третий. Его надо как-то поймать. Еще одну запустил. Вот опять, смотри, он уходит. Рядом.
Вот я по нему сейчас попал. Вон здесь загорелся, ништяк. Все, я его поразил, походу. Пошел нафиг. Блин, я забыл, что у меня нары-то одиночные, прикинь, а я их пускаю, как обычные. Пух, распулял их все. Ну, не зря, не зря. Нормально я нанес им поражение. Че, получили морды? Че у меня там осталось-то? Ракеты 25 мл. Да, вот она, Венджер порулил. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну что, остается пушка у меня и 2 ракеты С-25Л. Сейчас оценю обстановку, сколько там целей осталось. Есть контакт, да? Так, где вы там? Опа. А где дымки? А, вон они, блин. Они одинаково так дымят, как будто это кусты какие-то. 3 цели поразил, да? Там что-то по мне стреляло. По-моему, там еще БМП живая где-то. А, вон в поле стоит что-то. Ну да, это БМП, по-моему. БМП. А где еще? Не хватает кого-то. Ну ладно, сейчас по БМП будем делать пуск ракеты. С-25Л тогда. А, ну у тебя регулируется, да, все. Не, я вот, мне как-то повезло с этим. Я вот подключил, он у меня все, он как будто уже под меня настроен. Мне уже ничего не надо. У меня все нормально с этим. А, ну мы единственное потом тангаж маленько еще подрегулировали со временем. А так все. А, это танк, блин. Это нифига не БМП. Это был танк. Не понял. А что тогда осталось? Загадка. Это загадка в деревьях, скорее всего, сидит, как всегда. О, видали, как я подрегулировал? Теперь можно вот так смотреть. Но главное, чтобы у меня глаза не уплыли куда-нибудь вообще. И потом по улице так буду идти, у меня тоже вот так вот шея еще клинанет. И все, и пипец. Поэтому трекер надо настроить здесь правильно. А то будешь косоглазый и голова будет повернута назад после этой игры. Будешь ходить вперед, а смотреть назад. Блин, где что там кто-то спрятался? Вот сейчас бы бомбы как раз бы сюда. Было бы кстати.
А, вон дымок я вижу. Беленький дымок. Вон он палится. Он что там курил? Курит, что ли? А, он там Айкос курит, точно палится. Это только он его так спалить может. Или нет, подожди, что у нас там это сейчас в тренде-то вот этот пенал-то сосать, как оно называется-то правильно? Потом как паровоз с космоса видно дымок, да? Стопудово его дымит. Как называется? Кто эту штуку употребляет? Блин, как хорошо, что я до этого не дошел. Я остановился на сигаретах и забросил их. А то сейчас тоже бы какой-нибудь этот, не знаю, он клавиатуру бы дымил. Чик так клавиатуру дымит такой. Не, ну почти. Да, смотри, отсюда дыма не видно. Кругом обман. Что там стреляет? Там походу БМП, реально, прикинь. Нафиг. Надо где-то гасится. Главное, с того направления захожу, дым светлый, прикинь, идет. Сейчас захожу, походу. Он, походу, реально покурил. А знаете, как она раньше, эта штука называлась? Я когда бросал курить, она еще была в тренде. Туда просто маленькую эту сигаретку вставляют и это... Курят-то ее. Ну там это никотина типа нету, табак. Вот. А сейчас другая какая-то штука. Блин, скажи мне, Эдуард, как она называется-то? Сейчас даже это... Магазины прям... Вайп, да, по-моему? Точно. Вот. Далеко технологии шагнули. Во, я вижу его. Давай. Слушай, по-моему, дерево зарядил, да? Дерево А, нет, загорелось. Смотри, горит. Есть. Загорелось. Ну, там машина, видать, была. Машина. Ну что, у меня пушка осталась. Больше у меня ничего нету. Я все потратил. Да? Что у меня по остатку? Нормально еще. 1200 пойдет. Не, ну, если там, допустим, БМП, либо машина, можно пушкой отработать. Это был Хаммер, кстати. Можем улететь, пока перезарядится. Они потом оживут, в строй встанут и поедут дальше, и мы их добьем, чем по этим кустам их искать. Тоже как вариант. Можно так сыграть. Интересно, вот на высоте, когда летишь, вода также отображается? Какая-то она тут... Вот, трава, земля тут классно, вот вода, ну, не знаю, кто-нибудь летал на самолете, видел, как вода отображается с высоты? Также нет. Пятна синие. Вейп. Все понял. Вейп, да, вейп. Я вейп назвал. Вейп. Вейп.
Ну вот они дымят, пипец. Тоже вот я за рулем как бы работаю, иногда едешь, так машина спереди. Мне иногда кажется, как будто у него пожар там, что ли. Помочь потушить, просто огнетушитель в окно, да. Нахерач. Вы горите, давайте я вас спасу. Задымление из форточки, ё-моё. Ой. Сейчас дымы исчезнут, и их хрен найдешь. Только, ну хотя там воронки останутся. Я даже не знаю, кто там остался. Машины точно должны быть. Я грузовики, по-моему, не поразил. Вон дымок вижу. Так, ну на всякий случай пушку врублю тогда. Вдруг кто-нибудь вылезет. Ну, там ленджер потух. И сейчас как будто он как целый стоит. Вот это, кстати, минус. Наверное. В этой игре, когда техника остается как целая, как будто... Куда попрятались? Вылазим давай. Хватит этих перекуров. Крысёныши, а? Нет, он грузовики. Сгорели они все. Блин, да кто у них сидит, я не могу понять. Во, смотри, стреляет он. Трассера летят по мне нафиг. Где ты там, морда? Закат на этой миссии? Ну да, не говори, с таким полетом долгим можно и рассвет еще встретить. А, так здесь 8:33 утра, какой закат, вы чё? Мы рассвет недавно встретили, я так понял еще. Тут до заката еще летать, ё-моё, сколько? Часов 14, наверное, да? Ладно, посмотрю еще разок и на базу, на моздок. Заряжу что-нибудь такое, типа наров, и будем их выкуривать тогда. А больше как? Если не хотят они выходить. Вон, смотри, что-то вылезло. Вон оно движется. Она одна, что ли? Это БМП. Получила морда. Блин, да молодец, что ты вылез. Это я уже на моздок собрался. Че у меня 1200? Так я на базу полетел. Все, задача сделана. Пушка пригодилась. Не зря тренируемся иногда стрелять из нее. Ну, видите, она точечная. Если попадешь, пробьешь бэху хотя бы. Это, конечно, не ГБУ. Или как она правильно у них? Нет, подожди, какая ГБУ? ГБУ это бомба, блин. Как у них правильно называется? Тоже на Г как-то пушка у этих, у А10, вот, который еще звук такой бруть издает-то. Она-то вообще нормально просверливает. Еще этими разрывными стреляет.
Блин, от третьего лица бочку интересно делать. Чё? Чё опять надо? Оператор. Тариф меняю. Напомнил, когда только. Шли бы они нафиг, блядь. За тариф брал за 500 рублей, они мне накидали, потом смотрю 800 плачу. И что там, блин, вообще какашек объелись. Я еще за телефон косарь не платил. За комп, ладно, как бы. Не, есть люди, которые чисто в телефоне, да, у них компов нету. Они телефоном пользуются, да, то там, конечно, надо интернет хороший. А мне какой смысл? Я в компе сижу, у меня тут интернет. Мне зачем там высокоскоростной? Я там стримить все равно не собираюсь. Тоже вот этот развод, у меня накопились баллы, пипец, там столько много всего, гигабайты просто интернет, там уже 1000 почти гигов интернета, бесплатные звонки, там все. И чисто на работе немного задержался, короче, в этот день сразу не успел вовремя тариф оплатить, хотя я всегда вовремя платил. Ну, просто берет, сука, все сгорает, прикинь. Вот так вот. Стоит только раз оступиться, и все. И балалайка. Вообще без шансов, да? И все мое накопленное, неиспользованное, просто сгорело. Теле 2 с нами интересно. Идите в задницу. Помню, когда этот тариф еще появился. Вау, какой выгодный тариф. И звонки почти бесплатные. Ну да, ну да. Зажрались они. Есть у кого теле 2 в регионе? Пользуетесь им? Да, я думаю, есть. Его еще Светлаков рекламировал раньше часто. Этот Светлаков, да, по-моему, звать-то. Я думаю, что у меня километраж не идет. Сейчас пойдет. Я не выставил возврат. Курс возврата. При этом как бы летел в направление правильное. Вот лечу на Нальчик. Странно, музыки не играет. А мы же, у меня же тут, по идее, музыка должна играть. Ладно, давай вот этого врубим. Надо его держать. Смысловые галлюцинации пускай поиграет. Бывшая, так сказать, группа.
Согласен, бра. Тоже вот интересно, почему брат называет бро? Бротан? Брат тогда надо говорить. Бра, согласен, бра. Потому что брат, братишка, это через бра. Почему бро-то? Ну, типа бра не звучит, да, бро звучит, да? — 20 километров. А, так... Где она? Где этот мальчик? Я думаю, почему название мы его мальчиком все называем? Потому что он по размеру даже как мальчик. Маленькая полоса такая. Так, скорость у меня большая. Знаешь, иногда вот с таким видом хочется аж до панели вот так рукой коснуться, пыль протереть. Прикольно. Блин, где тут полоса-то? Давай-ка. Ну, по курсу вот я на нее иду. Где-то здесь. Подальше. А, вон, вижу. Вон он. Я на нее прям нормально захожу. Я ее увидел. Она сливается в этих домах. Это городской аэродром. Аэропорт, я бы сказал. Это даже не аэродром, а аэропорт, наверное. Что, надо выставляться, надо готовиться. Лечу. Главное лечу, а дальше все само будет, да? Так вот, если на полосу приглядеться, там деревья прям напротив нее. И вот из-за этих деревьев приходится снижаться чуть позже, чтобы их не зацепить. Вот видите, в ДКС я тоже могу иногда посмеяться, но не всегда. Поэтому я выбрал эту игру для серьезности. Вот, в армии тоже 50 на 50, как бы, но там тоже особо не пожжешь. Вот. У нас есть Тарков, где мы угораем. Вот там, да.
Просто я так для разнообразия игры собрал. Где-то поржать, где-то сконцентрироваться. Ну, почему бы нет? Не всегда же быть серьезным. Иногда надо и дурачком побывать. Ну, как бы в меру. Палку перебаши, как правильно. Некоторые перегибают с этим палку. Можно и на всю жизнь таким остаться потом. Сидеть только ходить. Ха-х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 а. Хи-хи-ха-ха. Че, парашюты в этот раз использовать? Или не надо? Да нет, он сам. Я думаю, ему хватит. Тормозим. Что я постоянно заметил, у меня маленько самолет на правую сторону закрененный, когда я приземляюсь. Че? А, это типа, все, это оповещение, остаток топлива. Все, уже у меня, видите, его мало остается. Меньше 600 килограмм, ну, там где-то 500. Ну вот, со второго раза задача сделана. Ну да, первый раз, конечно. Можно было и первый раз ее сделать. Если... Нет, видите, здесь надо концентрироваться постоянно. Чуть отвлечешься и все, и пуск по тебе. Эдуард, когда полетим с тобой? Так, что у нас время? Еще часок есть. Давайте задачку еще сделаем. Сейчас перерыв 2 минуты. Все. Можно отдохнуть, расслабиться. Сейчас миссия завершится уже. Помните, кто смотрел стримы там мои первые по ДКСу, когда я только этот триггер подключил, я еще его не настроил. Это было пипец. У меня там голова вот так вот крутилась. Это сейчас как-то чуть-чуть так, и уже смотрю туда, куда надо. А там настройка была такая, она неправильно была сделана. Что-то как-то заморочился, думаю, пойду поищу в интернете. И тут натыкаюсь просто на человека, он на 10-м летает, объясняет, как это настраивать, и все. Я просто изучил эти оси, все, как оно работает, и все, и сам себе настроил, и все. Поэтому не всегда хорошо, когда ты тупо сливаешь те же настройки и используешь. Это не значит, что у тебя так все классно будет. Надо просто по этим настройкам, которые вот кто-то делает, изучить, как это настраивается, и сделать себе, и все. И тогда будешь кайфовать. Уже, кстати, не первый раз я в этом убеждаюсь. Так. Что, перерыв тогда давайте сделаем. Что, медали не дали никакие. Вообще.
Капитан, улыбнитесь. Посадки, катапультирование 10. 10 самолетов потерял уже, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Так я еще и 9 раз умер, нифига себе. Меня еще и родили 9 раз. Подожди. Переродился 9 раз еще. Наземных целей уничтожено 483. Ну вот видно сразу, штурмовик, да? Не, ну если так вот логично рассуждать, штурмовики, что пехота, что самолеты, там вообще, они всегда идут под удар, всегда. На то они штурмовики. Всегда будут потери. В любом штурме всегда есть потери. И также вот самолеты. Я вот сколько читал вот эти ситуации с грачами, их постоянно бьют, постоянно. Это расходный материал, по сути. Поэтому я удивляюсь нашим пилотчикам, которые на них до сих пор летают и показывают результаты именно на обычных грачах. Потому что эти самолеты, они очень уязвимы. Ну, если на них не соблюдать сейчас безопасность, так сказать, от этих ПВО. Ну, ладно, я в жизни не летчик, не буду ерунду всякую нести. Я так просто логически рассуждаю. Может, где-то неправильно что-нибудь скажу, поэтому, ну... Так, ладно, давайте перерыв. Пару минут и поехали играть дальше. Еще часок есть. Что у нас тут есть такое? Не знаю, что включать. Что не включу, везде авторские права. Давайте 2 минуты тишины. Я тут.
сделать-то еще сегодня такое, чтобы уложиться вовремя? Не знаю. Я просто сегодня еще один стрим планирую, поэтому я не хочу, чтобы мы прям зависли в ДКСе. Но стрим не сразу будет. Мне надо будет отлучиться потом, ближе к вечеру уже. Ну не бильярд, нет, не бильярд. Бильярд это уже прям совсем, когда уже играть ни в что не можешь, сил нету, бильярд играешь. Либо настроения вообще нету для игр. Так, блин, колонны нет, колонну одному жопу делать. Чечню не хочу опять. Давай тогда сделаем миссию. О, колонна снабжения, давай постреляю. Блин, а как она называется-то, я не помню. Вот это, по-моему. Мы как-то с вами на стриме миссию делали тоже. Там надо было завод разбомбить. Вот надо ее доделать. Допилить тоже. Ну там, блин, условия. Одно дело, допустим, условия прописываешь, там, уничтожить машину, танк, там, самолет. А другое дело, объект, это пипец. Тем более объект стационарный. Статический. То есть не такой, который ты ставишь, а статический. Есть идея посмотреть статический объект все-таки в редакторе. Может, есть похоже на завод что-нибудь сделать. Тогда можно будет это условие маленько обхитрить. Так, задание. А, нет, подожди. Мне же надо меня поставить. Вооружить, точнее. Так, второй самолет. Не нужен. Ой, не нужен, сам третий ставлю. Так, не нужен второй самолет бестолковый. Он ничего не сделает здесь, бот. Здесь, если летать, то только игрок должен летать. Ну, не бот. Из вооружения. Ай, блин, точно, я вспомнил. У меня же здесь эти вражеские грачи будут. Блин, ну я буду от них бегать, короче, не знаю. Я тогда что-то попытался с ними подраться. Они налегке летают, еще те кадры. А этот Эдуард сбил тогда одного. У нас тогда воздушный бой-то был. Что бы мне такое зарядить-то? Нет, на первую атаку бомбы не получится, потому что я буду на низкой высоте. Поэтому использую только, наверное, нары, управляемые ракеты. Так, управляемые ракеты надо стопудово брать. Почему? Потому что там надо будет ЗРК поразить точным выстрелом. Так, ну потом тогда давай попробуем вот этими нарами все-таки поработать. На всякий случай возьму, конечно, ракеты воздух-воздух, но на штурмовике из меня еще тот воздух-воздух. Я, блядь, сразу этот War Thunder вспоминаю, как там с этой авиацией постоянно вот так летишь, вот так вот занимаешься вот этим. Где он там, да? Блин, веселая тема. Мне как-то проще вниз так чик-чик посмотрел, где он там. Танк какой-нибудь, который стоит на месте, ждет тебя. Да, воздушный бой требует очень большого внимания. Ладно, поехали. Я считаю, на воздушный бой надо отдельную подготовку. Не ту, где мы летаем, там атакуем наземку. Вот в моем случае надо мне прикрытие всегда, и все. Миссия на пределе называется.
Ситуация. Враг стягивает подкрепление, когда начнется наступление. Вопрос времени. Мы не должны ждать и нанесем первыми предупредительный удар по тылу. Задача уничтожения вражеского военного снабжения. Ну, здесь написано грузовые машины, мини-склады, но у нас будет снабжение. Мы поражаем, в общем, 2 колонны. Они там остановились, в тылу стоят. Вот, 2 колонны надо поразить. Время ограничено до прибытия вражеской авиации. Времени здесь никакого нету ограничения. Здесь стоит условие, если какая-то колонна будет конкретно поражена, большая часть процентов, то прилетят самолеты. 2 грача, вооруженные ракетами воздух-воздух. Кстати, один из них ас, неплохо себя проявляет. Также в зоне у нас есть ЗРК, есть ЗСУ, есть ПЗРК, есть. Короче, там весь комплект. Теперь маршрут. А вот эта стрелка, это показано направление, просто общее направление с базы, в какое направление мы вылетаем. Вот, но маршрут идет не по этой стрелке. Да, у нас, кстати, здесь корабли есть, вот. Можем на них посмотреть даже. Эсминец резкий. Это наши корабли. Наши войска здесь. Мы залетаем вот сюда, в тыл. И вот у нас колонны расположены. Первая колонна. Состав колонны, значит, в основном БТРы, машины всякие, Уралы, ЗИЛы. Под охраной. Да, вот БМП-2 есть. Под охраной ЗРК Стрела-1. Это первая колонна. Вторая колонна. В основном транспорт. Машины снабжения. Все охраняется, потому что даже вот мы можем не увидеть. Здесь могут в зоне быть всякие ПЗРК, ЗРК, все такое. Вот. Единственное, что разведка нам еще там тут показывает, это вот обнаружение вот 2 шилки сразу. Надо стараться не залупаться. То есть сюда лучше не суваться вот. Я как-то попробовал даже с ними посражаться. Одну шилку я сжег, вторую я так и не обнаружил. Вот здесь где-то она стоит, она в текстурах у меня там сливалась постоянно. И в итоге она меня сбила. Вот эту я нашел сразу, я ее уничтожил. Вот, что у нас еще есть у врага? У нас у врага есть стрела 10М. Раз, два. 3 штуки аж. Вот они, эти грачи. Ну у них еще нары на всякий случай, типа. Ракеты Р-60 у них. Ну и все, значит, моя задача поразить эти 2 колонны снабжения и отсюда уйти. Все, тут наши расположены тоже. Танки Т-80, пехота прикрывает их. ОСА вот у нас есть. Да, вот я, кстати, тогда попробовал сыграть, но у меня не получилось немного. Я хотел вывести на наше ПВО грачей. Ну, не знаю, в этот раз, может, получится, попробуем. Тунгуска вот у нас здесь их сбивает, да? Тут колонна движется. Состав колонны БТР-80, танки Т-72, 80-ка, БМП-2 и ЗРК БУК. Но это не полноценный расчет, он же расчетом должен быть. Поэтому это бесполезная установка. Так, на базе расположены 2 тунгуски. Ну и все. Ну и прикрывает еще у нас Су-30 здесь район. Вертолеты вот у нас летают. Здесь 2 крокодила. Тоже на прикрытии. Ну, это аэродром охраняет. Вдруг у нас здесь эти самолеты вражеские залетят. Но вроде бы и все.
Можно начинать. Так, поехали. А, ну даже их два. Сейчас детально. Молодцы. Я за вас кулачки держу. Так, ладно, погнали. Че с триггером? Сочи, сотый, запуск. 1:00. Сочи. Запуск разрешаю. Ветер у земли 3-4-0. Скорость 3 метров в секунду. Сочи, сотый, руление. 1:00. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. С Нальчиком веселее, да? Слышится мальчик постоянно. Ну, Сочи и Сочи. Ну, вперед. Так, а где я вообще, в каком? Влево, значит, надо идти. 102. Прошел по ПМ-1 на 500. А, это мой аэродром, на который я люблю на другой полосе взлетать. Все, я понял. Сейчас надо эту полосу проехать. Здесь, короче, когда едешь по полосе, которая это, по которой рулишь, она выводит сначала на одну полосу, потом на другую полосу. Вот. Одна полоса, я так и не понял вообще, что за полоса. Кто знает, скажите, подскажете. Может, для каких-то там других особенных самолетов, может, запасная какая-то. Вот мы сейчас ее пересекать будем. Ночные в будущем будем летать, да. Ну, там в основном только мы можем использовать либо простые полеты, либо самолеты, оснащенные ночным видением, и либо тепловизором. Ну, как я... Вот эту полосу надо еще проехать. По-моему, у нас у СМ-ки 3 только ночное видение есть. Там тепловизора нету в игре. В жизни-то есть, а в игре нет. Поэтому вешаешь эту оборудование, что мы на Су-25Т вешали-то. Чтобы подсветить шквал. Только там солт у нас. Ну, видишь, фишка в том, что как бы в дисплее-то ты увидишь. А как на стекле наводиться эту область? Там не видать нифига. 1:00. Взлет запрещаю. 1:00. Сочи. Взлет по готовности.
Вертолеты где-то летают. Я их слышу. Ну все. Вперед. Эдуард, знаешь, ты вот про самолет-то пошутил, кабину. Так может все-таки не кабину надо, может шлем пилота просто одеть с этой трубкой кислородной и сидеть в ней, летать, чтобы погрузиться в игру. Как думаешь? Я погружу зрителя в игру? Ну, такой слоник сидит. Правда, эту трубку надо будет вывести туда, за окно, на улицу, чтобы кислород хотя бы был. Ну и этот костюм пилота нормально. Не, ну есть же, допустим, люди, которые играют в игру и одеваются в этого же персонажа, за которого они играют. Ну или там бренды их одевают, сидишь там в одежде. Ну, также в ДКС в летчика оделся, летишь. Ну. Сразу белый халат одень. Так, куда я? Что-то я маленько переборщил с разворотом. Как я обожаю, когда в игре графика красивая. Вот здесь все красиво. И самолеты, небо, и земля. Все дополняет друг друга, да? Что это у меня за перевес? Красавица вообще. Видели прикол? Опять обманули. Я думаю, что у меня кренит вправо. Короче, у меня два разных типа ракет. Здесь, я так понял, С-25Л, а здесь Х-29, да? Классно. Ну ладно, доведем до конца их, так сказать, до цели. А как так? Как я так ракету прицепил? Это не одинаковые. Блять. Как я люблю себе иногда создавать приключения на хвост самолета. Так, ну тогда сейчас отрабатываю ракеты Х-29, потому что она у меня более мощная. Какая она у меня получается? Справа висит. Чик-чик, такие сразу, смотри, он выбор управляемых ракет. Оп, выбрал правый пилон. Не, можно разные вешать, конечно, как бы. Но единственное, у тебя равновесие самолета будет уже
Либо триммерством занимайся, либо сам держи, вот как я лечу. Так-то можно. Не, я любитель баланса, когда у меня и там равномерно все. А, все, у меня 1 ppm всего, что ли? Вижу я эти горы, промеж которых надо будет сейчас зайти на атаку. Да, заходить я буду с гор, потому что мне так проще будет обмануть ПВО. Точно, эти горы. Да. Там речка должна... А, нет, подожди. Там еще ущелье же идет, да? Блин, по-моему, следующее. Здесь я к нашим выйду, да? Ну да. Чуть подальше. Здесь я выйду на наших. Да, вот он, остров, его видно. Побережье, точнее. Да, там наши. Или нет? А, нет, все правильно. Все. Я на это к цели приближаюсь. Все. Так, что там выставлено? Ракета Х-29 выставлена тогда. Все, готовлюсь к атаке. Сейчас буду атаковать стрелу сначала. Потом на второй круг пойду атакую цели. Основные эти снабжения. Вижу цель. Интересно, у него траектория пуска. Главное, чтобы цель попала. А там хоть с космоса пускай летит. Давай, где ты? Короче, ее нету, я не знаю, где она. Мне пришлось использовать этот боекомплект. Блять, я не понимаю, как тут иногда ракеты вообще, они как-то летают непонятно. Вот это бесит меня. То, блядь, попадает цель, то вообще в молоко идет, то еще какое-нибудь говно. Да что такое-то? Я когда первый раз сюда пришел, в эту игру, у меня вообще таких проблем не было. У меня каждая ракета прилетала туда, куда надо. Сейчас, блядь, после этих обновлений постоянно то одно, то второе, то третье, то четвертое. Че они ломают-то, я не могу понять.
Чем им грач не понравился? Так, что в итоге? Нар остался, да? Один. А, 2 нара, да, осталось? Но я не допустил пуска стрелы. Нафиг она. Вот она поражена. Куда ушла ракета? Вообще непонятно. Х-29. Она должна была нормально отработать с такого расстояния. Это не близкое расстояние, это нормально для нее. И не близко, и недалеко. Тогда же вот запускался, колонну разбивал. 2 пуска делал. Тут, блять, опять она не идет, и все. Вот что мне не нравится в играх, когда у них какая-то вот ерунда происходит, и думаешь, что проблема в тебе, а в итоге у них бани, блять. Такая серьезная ракета и так несерьезно летит вообще. Ну. Что там у меня? Элька есть, да? Все, погнали. Вот С-25Л всегда попадает туда, куда надо. Всегда запускается, где надо. Она же вот работает нормально. Дымок. Опять окутал потолок. Да там он, дымок. А, вон, смотри, выехали они все. Слушай, это хорошо, что вы выехали. Ну-ка, если мы нарами по вам постреляем. 3 нара у меня еще есть. И пушку еще могу использовать. Так, БМП, не стреляй по мне. Будь хороший. Все, нары использовались. Остаются еще ракеты и пушки немного. Блин, шилка, зараза. Пытается меня захватить, да? Точнее, попасть по мне. Шилка, не подскажешь, как я над тобой оказался? А, блядь. Фу. Отставить. Шилка, не будь шилкой. Так, в итоге КамАЗ ЗИЛ поражен. Надо было уйти резко вправо, а я, блин, пошел прямо. В итоге оказался над ними. Лечу и думаю, ой, блин, да как так-то, как она меня лочит, ага. Так я над ней летаю. Их там 2 шилки. Так. А что если мы попробуем набрать высоту и с высоты пульнуть ракету? Нет, ладно, зайду опять с того же направления. Не буду борзеть. Сейчас все равно на базу лететь, заряжаться. Не, если постараться, можно все отработать пушками. Пушкой точнее. Но у меня же там тоже боекомплекта не сильно много дает. Сколько там? 250 всего. Ну вот и считай. Раз, два, три. По 50 они стреляют. Или по сколько надо. Короче, немного. Вся техника, которая там сейчас целая осталась, ее можно пушками, нарами бить. Она не такая же крепкая. Там БМП единственное, но БМП тоже пушкой берется неплохо. Я думаю, ее тоже можно забрать.
Мы же это колонну, когда я вот поражал недавно, я ее пушкой добил. Всё, я выхожу на управляемую ракету, сейчас буду использовать. Так вот, по кому их там 3? Есть что пожирнее? Давай отсюда ударим. Опа. Давай, БМП. Есть. Маленько подкорректировал и БМП поразил. БМП. Там был Урал еще стоял. Но я смотрю, вроде Бэха стоит. Недалеко, думаю. Лучше по ней тогда бахнуть. Ну, сейчас пушкой еще зайду. По машинам отработаю. Интересно, они как-то в этот раз ведут себя. Они обычно уезжают в кусты. А, вот еще ТЗ поразил. Они обычно в кусты уезжают куда-нибудь, в деревья, а тут стоят. Думают пока. Но ничего не придумают. Кто-то на балконе повис. Песню вспомнил. Блин, по-моему, этот угол не пойдет. Ладно, давай хоть разведаем, где кто. А, вот у нас на дороге стоит еще что-то. БТР вижу. А, вот грузовик вижу синий. Вот дымит. Все, я понял, где они. Да, главное на шилку не выйти. А я как раз это и делаю. А! Вот это хреново. Ребят, я тут это мимо пролетал. Просто я турист. Мы экскурсию проводим. Зажигательную. Зажигательную экскурсию. Так сказать, блядь, с огоньком. Эй! Иди нафиг. Слушай, что-то она меня поцарапала, походу. Крыло зацепило немного. Блин. Вот чуть-чуть, я говорю, выход не так из атаки выполнишь, зайдешь на них, они тебя могут сбить. Шилки уже проверены, они очень хорошо бьют грачей. Ладно, не поленюсь, отлечу подальше, чтобы зайти лучше. Иногда просто расстояние эти экономишь, чтобы топливо зря не сжигать, но рискуешь здоровьем. Значит, 2 машины в деревьях и БТР на дороге. Это все, что я пока заметил. Одна машина синего цвета, грузовик, типа гражданский. Вторая, я так единственное не понял.
Что там за тачка? Но она дымит уже. Ну и Беттер стоит так уверенно на дороге, ни влево, ни вправо. Давай Беттер тогда поразим. Не, в этот раз я к Шилке не полечу. Ей надо, пускай сама приходит. Блин, надо как-то зайти. Там еще техника в деревьях, как бы. Ну-ка, давай попробуем вот так сыграть. Рискованно, правда. Ну, как говорят, кто не рискует, тот не попадает в меню игры. Вообще не видать. Они вот за вот этой скалой, зараза. Как бы мне так зайти-то к вам, ребята? С этой горы попробуешь. Там вот еще колонна снабжения. Вот два этих поселка. Но они охраняются ПВОшками. Офигеть, он только сгорел. Блять, вот здесь бы сейчас довернуть. Было бы хороший заход. Есть попадание. Минус еще один. Слушай, ну это путь к грачам. Скоро они прилетят. Сейчас еще одну единицу сжечь и все. Но у меня есть еще воздух-воздух ракеты, так что мне пофиг. Я их попробую еще на Тунгуску вывести. Будет, конечно, печаль, если они меня собьют. Я тут так-то уже колонну почти уничтожил. Да и время уже у нас к концу подходит. Так, что там за фигня еще осталась? Загадка. Она сидит так интересно. Вот на нее как раз заходить надо с направления этих шилок. Тогда ее увидишь, а так не видать. Что там за техника, не знаю. Она уже выбита тоже. Белый дымок там дымит.
Слушай, по-моему, там что-то выкатилось. Ну-ка, подожди. Блин, из такого угла опять. Там что-то выкатилось. Есть, поразил. Все, у меня боекомплект закончился. Я пустой. А только ракеты... О, а воздуха можно по ним стрелять? Воздух, да? Там что-то осталось, еще одно, оно прячется. Я не знаю, может урался сейчас догорит, так задача может выполниться. Не знаю. Хотя нет, она бы уже выполнилась. Ладно, возвращаемся тогда на базу, а смысл? У меня нечего больше стрелять. Все, что видел, все поразил. Остальное где-то спряталось, непонятно. Пойду поздороваюсь с флотом. С кораблями. У меня, как уже правило, здесь. Как на базу лечу, так к ним прилетаю. Одного видать. Где второй? А, вот они, двое, получается. Ага. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачи. Возврат. Удача близится, нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры, а Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду за звезду. Интересно, корабли здесь не стреляют, наверное, да? Они просто как... Не, подожди, они, по-моему, плавать могут. Прям двигаться по воде вроде. А вот насчет стрельбы не знаю. Бояться нечего, кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся, космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, того теперь не плачу за звезду. Мне бы сейчас в воду бы не нырнуть. А то я могу. Привет, ВМС. Как дела? Как рыбалка прет? Это рыбаки. Это салют. Салют был в честь встречи. Ладно, я на базу все.
Ребята скучают, надо им задачу тоже поставить здесь какую-нибудь, пускай он бьют. Ну, я не знаю просто, могут ли они бить, нет, по кому-нибудь. По кораблям, если только, наверное. Так. Все хорошо. Нужна концентрация. С земли, наверное, будут приземляться. Что в итоге? На одном ПВО 12 единиц техники, да? Блин, кто там остался-то? Я даже не знаю, что с собой брать. Не знаю цель. Может там танк. Нет, танк-то у нас не был. БМП поражен. Ну, какая-то машина осталась. Какая-то машина спецтехника. Так, ребят, сейчас я заезжаюсь. Еще полеты и все. Мне надо уходить. Нормально сегодня налетал уже. Увидимся позже уже в другой игре. Еще сейчас одну атаку сделаю. Бомбу я сейчас возьму. Бомбу сброшу, наверное, в деревья в эти Фабы 500. Придется, конечно, выше маленько пролететься. Главное под ПЗРК не попасть. Хулиганская посадка опять. Блин, мне так нравится хулиганить иногда здесь. Как попало, знаете, заходи с разных вот этих. Не просто так вот, как вот по образцу, да, там надо садиться вот так. Не знаю, мне нравится всяко разно заходить, вообще пофиг. Это, во-первых, тренирует контроль самолета. То есть ты уже примерно начинаешь его в игре ощущать, где правильно какую скорость добавить, где как правильно наклонить его. Дает именно такой опыт. Потому что этот самолет, он это же штурмовик, его часто подбивают в боях. И он у тебя бывает не очень ровно летает. Тебе приходится в разных ситуациях его приземлять. И когда ты его ощущаешь в игре хорошо, то есть как-то так вот он у тебя летит, и ты его все равно можешь выпрямить. Ну, тогда, ну, интересно. Тогда ты погружаешься уже в игру,
И ты понимаешь, вот, да, вот. Я теперь что-то да умею, да? Вот к этому я стремлюсь. У меня дождь пошел, да ё-моё. У меня планы были. Пипец. ДКС, ты меня спас от дождя. Если бы я бы сейчас пошел бы, я бы намок. Так, ладно, заряжай. Тихо, надо зарядиться. А что это мы там делаем, а? Летаем, тут хороводы водим. Работать надо, в бой. Летят они. Кайфуют. Так, ладно, стой. Что в итоге-то? Да, это фигня. По пару этих, как он, в советское время-то, когда штаны порвал, заплаточку, чик, пришил. Ну. И так же и здесь. Сколько заплаток надо? Посчитаем, да? Каждая дырка одна заплатка, да? Ладно. Че, у меня все, камера устала, я смотрю, ну? Подлагивается, видишь. Ну да. Я знаю, что надо сделать. О, сейчас нормально не лагает. Наземный персонал, запрашиваю ремонт. Командир, нет возможности. Ремонт. Командир, нет возможности. Ты охренел, у нас там война. Ремонт. Командир, нет возможности. Почему? Ремонт. Принял. Как девочку уговариваешь? Ну, пожалуйста, ну дай. Чё за бред-то, ё-моё? Нет, 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 нет. Потом через 3-4. Нет, да, да, да. Чё взять-то, блин? Так, ну фабы возьму, нары возьму. Я возьму несколько фабов. Но если самолеты полетят на меня, мне придется это покинуть район. Ну, то есть мне надо будет их вывести на мои ПВО. Потому что у меня въезд будет хороший. 17321 и 17350. Это пипец. И еще грамулю, блин, ну не знаю, еще там он пилон один повешет. Будет перевес. Заправка по плану. Ладно, пускай заряжается, я пока отбегу. Принял.
Че у меня так видюху стало жрать? Игруха, прикинь, 80% съедает сейчас. Офигеть. Че это вдруг? Ага, это типа когда столько там этих объектов летающих, катающихся. Это из-за этого типа она начинает так жрать ее. Офигеть. Мощно, мощно. Я-то думаю, что у меня камера стала подлагивать, вот когда мы сейчас играли. А он видюху начал хавать, прикинь. ДКС. Оперативки, кстати, сейчас жрет 8. Процессора съедает 80%. И видюху 85%. Офигеть. Мощно. Так, что-то меня зарядил. Зарядом бодрости. Ладно, давай еще рывок. Прочитал про ракеты МЛ. Ну, делись, делись. Что прочитал? Что там интересного? Прочитал или Алиса подсказала? Да, Алиса сейчас везде. У меня. И в телефоне, и колонка у меня умная, это теперь появилась. С утра просыпаюсь, и сколько время? Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Доброе утро. С чего желаете начать? С Escape from Tarkov, ДКС, армы или бильярда? Хорошо, попробуем, но уже, Эдуард, не в этот раз, потому что мне надо это отчаливать. Сейчас этот полет сделаю. И все. 1:00. Взлет запрещаю. Уже заряжено. 1:00. Да и цели у нас сейчас не под эти ракеты. Там сейчас надо будет их достать. 300. По давлению 752,52. Что происходит? Подожди. Блин, ты пипец меня напугал, зараза. Я думал, у меня что-то искрится может. Хомяк, блин, буйный. Я вот от кошек спрятал себе, занес сюда, блин. А он мне там что-то... Я тебе вроде боксерскую грушу не вешал. Звук такой, как будто ее метелин, блин. Что там делаешь? Маленький вроде такой, а шумный. Надо эти ракеты, которые ты говоришь сейчас, их надо на полигоне пробовать. Сейчас их бессмысленно пробовать. Там нам надо поразить цели в укрытии, которое... Надо ее сначала вычислить, где она сидит. Я сейчас фабами буду работать.
Чувствуется тяжесть такая прям. Еле-еле поднимается. Что-то в этой миссии прям хорошо видеокарту у меня кушает. Ну. Тестирую, смотрю, все равно периодически. Мне же надо знать, что у меня нагружает игра. Ну, как бы графику высокую, все вывозит. Ну, какой ценой мне же надо смотреть. Можно ее поставить, она будет пипец пыжиться. Вот так же не тормозит, да, вебка нормально работает. Почему она там-то у меня? Хотя там вроде не особо ничего такого не сделал, просто маленько размылил свой фон вот этот. Да, технологий сейчас много всяких разных интересных. Можно себя там, я не знаю, в обезьянку превратить на камере, голос себе поменять, все такое. Но они требуют всегда ресурсов дополнительных. Вот и все. А так как я игрок избалованный, я не люблю играть на низких, да на средних параметрах, то мне приходится все на игры отдавать, все свое железо, а не на себя. Ну, мы сюда пришли не на меня смотреть, а на игру, поэтому будем жертвовать железом для игры, правильно? Бомбы. Там по одной стоит хоть. Да. Сейчас будем бомбами их выслеживать. Вообще не знаю, кто там остался, где. Не, я, конечно, могу посмотреть на карту. У меня на карте они отображаются. Но это уже в последнюю очередь, если уж совсем уже туго станет, потому что, я говорю, мне уже надо бежать. Надо ускоряться. Я бы мог еще полдня полетать, поискать бы машинку в кустах. Но я вынужден, мне надо бежать. Вынужден покинуть эти поиски. Так что сейчас бомбы покидаем, посмотрим. Не, ну если найдем, то вообще будет здорово. Обычно мышонок какой-нибудь найдется. Little Mouse. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Держи. Так, вот только мне надо как-то успеть потом это. А то меня точно бум-шилка сделает. Давай, давай, давай. Пошла бомбочка. По-моему, я увидел цель. Сейчас я посмотрю. Попал, не попал. Давай, 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 давай. Ништячок. -1. Г. За каким пивом леденящий? Не. Слушай, а может и да, наверное. Что-то так-то хочется сегодня. Не знаю, настроение хорошее. А может и возьму.
Завтра в Арму, ну да, завтра в Арму поиграем. Сегодня в Тарков. Сегодня будем боссов мочить. Тем более я там это уже начал задание прям делать. К путь терминалу, так сказать. Смотрителю. Ну как, до него почти уже чуть-чуть остается. Хома, хватит хулиганить. Задолбал, блин, шуметь. Он обычно ночью так делает. Я не могу понять, что он сегодня днем-то начал бушевать. Ты что, ночью спал, что ли? Ты смотри, так в человека превратишься. У тебя люди некоторые ночами не спят, да? Я помню тоже когда-то в юности вообще днем спал, а ночью нет. А сейчас нет. Хоть и ночами бывает работаешь, все равно, если есть возможность, просто спать ложись. Так, сейчас к нам самолеты прилетят. Они уже, скорее всего, вылетели, да? Нет, они движение только начинают. Ну, давайте их встретим. Просто... ну сейчас я по колонии еще бомбу сброшу. Не, давай бомбы пока сбросим, пока они летят. А там уже что будет, то будет. Потому что, я говорю, надо бежать. Но если получится их вывести на ПВО, то это будет здорово. Но как это надо? Надо залупиться на них. Вот. Тогда мы на них залупились. Они нас увидели и стали за нами гоняться. Так, я делаю сброс 2 бомб. В этот раз. На следующую колонну снабжения. Вот если я промажу, это ты виноват. Понял, грызун? Не дает сконцентрироваться. Где мы? А, вон их видно отсюда даже. Не так. Вот так. Хоп. Готовимся. И есть небольшое чувство тревоги, что эти грачи... Ну, они нет, они еще пока не взлетели. Блин, высота 3700, я не знаю, сброс он сделает, нет? По-моему, высота большая. Ну, давай пониже. Пошла. Давай, 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 давай. А, кстати, затрясло. Сука, я говорю, высота большая. Опа, пошли, родные, давай. И все? Не, ну ладно. Хреновенько. Ага, эти еще пока выкатываются. Ладно, катайтесь пока. Может там еще это поиграете в Need for Speed на аэродроме, так круги так дрифтами позанимаетесь. Я пока тут колонну вашу расхерачу. Точно, я думаю, что-то у меня сегодня не было.
Что-то я забыл. Обеда. Что-то думаю, что-то не хватает. На работе никогда его не пропускаю. А тут что-то без обеда. Надо на обед идти. Сейчас еще фарм сбросим. На подшилку не хочу попасть. Сколько там высота у меня? 2400. Я удивлен, что не хотят ЗРК работать. Хотя у них не расчеты, они одиночными работают всегда. Вот те, которые стоят. Это не он. Блин, какой неприятный звук. Что там есть еще? Точнее, эти гады вылетели, нет? Так, меня уже все вынуждают, уже надо уходить. Мне уже надо идти. А то мне придется потом точно кабину создать на улице для ДКС. Сейчас на армии еще... Я над ними. Нет, с такого угла я не пойду. Ну и чё? Все, первый пошел. Надо вообще на базу к ним лететь в этом случае и сбивать их сразу, да? Но потом, если так получится, что ты их не собьешь, они у тебя окажутся сзади. И тебе придется потом драпать оттуда как-то сюда. Вот это будет вообще тогда таз. Поэтому я их лучше здесь подожду. Сейчас я еще раз ударю по их колонии. Прицел, ты где? Где прицел? А, вон он. Надо быстрее выкручиваться. Все, вижу. Вижу цели. Ну, блин, все равно придется так заходить, да? Да чё вам жалко, что ли? Ну, на пару Уралов-то, ну. Все, я домой пока, придурки. Задача выполнена, прикинь. Пока эти лошпеды взлетают. Блин, ну я еще так не делал миссию быстро. Так, в гору бы не влететь. Все, я им колонну расхерачил, еще одну. Пока эти дятлы вылетают, я уже домой. Вон они, видите, летят. Пока! My mission completed. Сейчас. Ладно, это даже и хорошо, это как бы и эпичный такой финал. Я думал, сейчас придется бросить миссию. Нет, я выполнил. Сейчас я на базу еще приземлюсь и все. Никто не знает,
Вот как надо тут сработать. Вот так миссия была сделана, задумана. То есть надо сработать так, чтобы эти грачи тебя не достали. Здесь не запланирован воздушный бой. Вот. Мы штурмовики, мы не воздух. Наша задача уничтожить колонны снабжения и все, и свалить отсюда. А то, что эти вылетают, они типа хотят их прикрыть, защитить по тревоге. Ну, увы. Пока они взлетали, мы уже их просто всех разбили. Блин, резко так вот это перемещение идет. Так бы можно было что-нибудь интересное такое сделать. С камерой. Оно резко перемещается. Где моя полоса? А, вон вижу. Как это я... Блин, ну мне понравилось, как я их фабами и потом нарами добил. Прям что-то быстро их разнес. Точно попал прям. Ну, покружился, конечно, и без этого никак. Привет. А мы задания все сделали. Все, я уже завершаю полеты. Миссии сделаны, все. Но все равно спасибо, они сегодня отличные получились. Ну, один раз катапультировался, конечно, не без этого. Я, короче, специально захожу с направления чуть левее, правее, чтобы попробовать самолет довернуть. Иногда надо это рулить вовремя, чтобы и надо порулить так, чтобы у тебя колеса потом не повредились. Бывает такое, что ты переборщишь с рулением, у тебя самолет боком, блин, зайдет, ну, колесо будет маленько повернуто, тогда ты его повредишь. Ну, то есть надо суметь как-то самолет выровнять так, чтобы у тебя колесо успело выровняться, и ты, чтобы ровно зашел на полосу. Вот, обычно ветер вот бывает сильный, ну, такой вот. Помню, как-то было дело тоже. Зима, здесь миссия у меня есть зимняя. Я что-то с настройком погоды переборщил, там витрина такой был, я просто боком заходил. Самолет просто крылом вперед идет. Офигеть, вот это был полет. Но я его так и не посадил. Боком ты его точно не посадишь. Но это было весело. Слушай, у меня, по-моему, с весом, да? У меня еще ракеты остались. Давай. Чуть-чуть его разгоним, чтобы не удариться. Ну что, в этот раз парашюты я буду использовать. Так, где там у нас? Все, пошли. Ты где живешь?
Ты имеешь в виду это, Новосибирск-то где? Ну, я с левого берега. О, брат, спасибо, я старался. Так что жду тебя тоже, так сказать, это в напарниках. Когда-нибудь. Когда-нибудь, когда ты сможешь. Все, я рад, что мы задание сделали. Блин, у меня аж рука спотела, у меня джойстик мокрый, пипец. Понятно. Телефон даже дает о себе знать, что надо идти. Серьезно, да, рука спотела, джойстик мокрый, прикинь. Такое бывает. Ну ладно, я рад, что все получилось. Все, тогда давайте, не буду прощаться. Позже увидимся, только в другой игре. Пойду дела делать. Все. Задание мы сделали. Настроение у многих сегодня отличное, да, нормально. У кого-то даже плохое есть. Ну да. Настроение у нас у всех разное. Не, у меня сегодня хорошее настроение было такое, и до сих пор нормальное. Как бы планка не угасла. Поэтому, думаю, будем играть в следующий стрим. Поиграем в этот в Escape from Tarkov, а потом у нас будет уже завтра этот Арма. Блин, у меня будильник звонит, не могу достать его. Ладно, все, давайте. Всем хорошего дня, до новых встреч. Пока-пока-пока. Играйте в игры, иногда они хорошо отвлекают от негативной реальной ситуации какой-либо. Все, всем удачи. Никто не знает, что я жив, кроме тебя одной. Я для других всего лишь миг с петлей над головой. Я знаю больше, чем хочу. Я и есть огонь, объявший каждую свечу, что прячут за ладонь. Мне нужен только лишь твой взгляд, живой воды прибой. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, в пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми